Объединенные Арабские Эмираты – это страна с нелегкими климатическими условиями. Жаркий климат, песочные бури, большие расстояния, отсутствие пешеходных дорожек, неразноплановый общественный транспорт – все эти факторы являются определяющими того, что основная часть жителей передвигается на автомобилях. Если взять, например, Эмират Дубай, население которого почти 3,5 миллиона, видно, насколько многочисленны и заполнены даже скоростные трассы, не говоря уже про съезды и маленькие улочки. Так вот, если вы из числа обладателей автомобиля в Эмиратах, то ежегодно перед вами становится вопрос о проходе его технического осмотра. И сейчас я раскрою шире это понятие. Всем привет! Меня зовут Слава, и сегодня речь пойдет о техосмотре вашего автомобиля в Эмиратах на примере города Дубая. Как обычно, я буду рассказывать на нашем личном примере со всеми подробностями, советами, явками и паролями. Ну что, если вам эта тема интересна, поехали! Для того, чтобы пройти техосмотр вашего автомобиля, а эта процедура здесь ежегодная, вам необходимо соблюсти 3 основных правила. Первое, это самый очевидный, но и, наверное, самый сложный. Ваш автомобиль должен быть на ходу. У него не должно быть явно выраженных технических неисправностей, которые бы затрудняли и ставили под угрозу передвижение вашего автомобиля и всех остальных участников транспортного движения. Простыми словами, у вас должны работать фары, у вас должны работать сигнальные лампы. Что интересно для этой страны, один из пунктов – это ваши колеса должны быть не старше 3 лет с момента их производства. Второй пункт – это наличие страховки на ваш автомобиль. Как ее сделать, сколько это будет стоить, от чего зависит стоимость. И третий пункт – это отсутствие задолженности на вашем автомобиле. То есть у вас должны быть погашены все штрафные санкции. Итак, давайте остановимся на каждом пункте поподробнее. Так как конечная сумма стоимости техосмотра состоит из суммы нескольких аспектов, поэтому на конкретном примере мы с вами разберем все детали. Итак, что у нас дано? Авто Ford Mustang 2009 года. Двигатель 3.7. В нашем случае это задача со звездочкой, потому что, во-первых, автомобиль почтенного возраста, то есть могут быть сложности при прохождении самого теста, а во-вторых, у нас техосмотр предыдущий просроченный на 1,5 года, так как автомобиль длительное время не использовался. Как выглядит прохождение теста автомобиля? Когда вы приезжаете в любое отделение Министерства транспорта, к нам самое ближайшее – это возле Mall of Emirates. Ссылочку на локацию оставлю вам в описании. В порядке живой очереди вы отдаете свой автомобиль сотруднику на полный осмотр. Авто осматривают полностью – изнутри, снаружи и на подъемнике. Когда вы только заезжаете на территорию RTA, вам дают талончик с номером. Это номер вашей очереди, по которой вы дальше идете по всему алгоритму. Осмотр машины занимает примерно минут 20. На протяжении этого времени вы можете находиться как на улице, так и внутри. Если честно, мы переживали, что не пройдем тест с первого раза, так как авто довольно старенький, и с момента его покупки мы не занимались автомобилем и ничего в него не вкладывали. Супруг знал, что у автомобиля есть определенные недочеты, но несмотря на это, тест мы прошли с первого раза. Кстати, здесь есть такой интересный закон о том, что при прохождении теста, если вы его не проходите с первого раза, вам указывают на недочеты, которые нужно устранить. И если вы их устраняете в течение месяца, повторно за тест вы не платите. Стоимость теста, кстати, 170 дирхам. Автомобиль проверяют на наличие явных технических неисправностей, которые бы ставили под угрозу как ваше передвижение, так и передвижение остальных участников транспортного движения. Сотрудники заполняют специальный чек-лист, в котором, кстати, наличие запаски огнетушителя и аптечки не обязательно.
Эти центры работают по очень хорошему графику. Если я не ошибаюсь, они работают вплоть до 11 вечера. Кстати, если вы забьете в Google, вам даже покажет, скажем так, минимально загруженные часы работы. Кстати, на территории есть Макдональдс, поэтому если вы, например, голодны, то во время ожидания у вас будет даже возможность перекусить. Когда вы завершили проверку вашего авто, отогнав его на бесплатную парковку, вы заходите в здание для завершения процедуры техосмотра. Следуя за вашим номером, вы обращаетесь к окошку, где сотрудники продолжают оформлять все необходимые документы. К этому времени в системе уже появляются результаты теста, сотрудники проверяют наличие страховки, отсутствие штрафов, и если все в порядке, вас направляют на финальную оплату. Оплатить все можно двумя способами. Первый – это через терминал с помощью карты, а второй – это онлайн. Вот я вам сейчас показываю, как происходит оплата онлайн. Вам дают ссылочку на сайт, вы заходите, заполняете все данные вашего автомобиля и производите оплату. Из этого списка 540 дирхам мы заплатили штраф за то, что у нас 1,5 года не был пройден техосмотр, по 30 дирхам за месяц. Все остальное, думаю, у вас отличаться не будет, плюс за тест вы платите отдельно 170 дирхам. Вся процедура полностью у нас заняла около часа, учитывая, что мы приехали в довольно людное время. На просторах интернета можно даже найти компании, которые все могут сделать за вас, от поиска страховки и заканчивая прохождением техосмотра вашего автомобиля. В нашем авто были некие недочеты, но все фары, стоп, сигналы и так далее у нас были в рабочем состоянии. Поэтому мы решили только заменить колеса. И если что-то скажут еще заменить, воспользоваться месячным интервалом, который вам дают при осмотре. Как я уже и говорила, из-за климатических условий здесь есть строгое правило, что колеса с момента даты изготовления не должны быть старше 3 лет. Супруг нашел самый бюджетный вариант для нашего авто. Это колеса 2021 года по 220 дирхам за единицу. Если вам нужно будет, то адрес и номер компании я оставлю в описании. У этих ребят мы заказывали и меняли только колеса. Этой услугой мы остались довольны. Насчет остальных услуг и качества, к сожалению, ничего вам сказать не могу. В итоге мы заплатили за 4 колеса по 220 дирхам, 880 дирхам вместе с установкой, с выравниванием, балансом и со всем остальным. Для прохождения техосмотра в Эмиратах вам достаточно оформить автострахование, защищающее интересы в ДТП третьих лиц. А далее вы можете уже дополнить страховку по вашему усмотрению. На наш автомобиль и водительский стаж более 5 лет минимальная страховка с покрытием третьей стороны обошлась нам в 501 дирхам. Заказывали страховку мы на официальном сайте АКСА. Следующий пункт – это у вас не должно быть задолженностей штрафных на ваш автомобиль. Если честно, у нас нет в окружении знакомых, которым бы не прилетали штрафы. Поэтому, если вы активно пользуетесь автомобилем и вы в числе штрафников, не переживайте, вы такие не одни. Погасить задолженность вы можете на месте в терминале, либо онлайн с помощью специального приложения. В этом приложении вы видите все ваши штрафы, и также вы здесь их можете автоматически погасить. В итоге, во сколько нам все обошлось? 170 дирхам – это прохождение теста на автомобиль. 501 – это оформление минимальной страховки. 880 – это 4 колеса. 970 – это вся процедура техосмотра. За вычетом 540 – это наш штраф за 1,5 года. В итоге мы получаем сумму 1981 дирхам для прохождения техосмотра. Я надеюсь, что наш опыт и это видео было вам полезным. Если вам понравилось, как обычно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне это очень помогает развивать и продвигать мой канал. И до встречи на дорогах. Пока-пока!